Здравствуйте, Скорпионы! Сегодня мы делаем Таро прогноз на неделю для вашего знака Зодиака. Расклад на неделю с 9 по 15 февраля. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает на следующей неделе. Неделя с 9 по 15 февраля. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк, сообщение под этим видео. Буду очень и очень вам за это признательна. Итак, Скорпионы, расклад у нас на двух колодах. Первая колода основная, вторая колода дополнительная для уточнений, для разъяснений. И мы смотрим на каждом дне недели две карты. Сочетание этих карт, чтобы понять, какие события, соответственно, у вас произойдут. Ну или, по крайней мере, уловить какие-то основные энергии, которые у вас будут иметься, да, в этот день. Так, давайте посмотрим, Скорпионы. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта у вас рыцарь жезлов. Карта такая достаточно активная. Тут же еще и двойка пентаклей, change, перемен. То есть очень много здесь какой-то динамики, действий, каких-то хаотичных событий. Простите. Но вы при этом, знаете, очень как-то умело с этими всеми делами справляетесь. То есть вы умело держите баланс. Двойка — это, да, такое равновесие. Держите баланс, находите вот это равновесие. Здесь опять-таки есть инь-янь, да, из китайских, собственно, да, из китайской традиции, из китайских, простите. Соответственно, здесь можно говорить о том, что вы стараетесь находить гармонию с собой, с окружающим миром, во всем том хаосе, который происходит. Вы стараетесь здесь находить какое-то равновесие, вы стараетесь находиться в состоянии такого умиротворения, при том, при всем, что здесь достаточно много действительно событий, которые вот прям в понедельник очень большим количеством на вас наваливаются. Но и двойка, опять-таки, здесь змея изображена. Вы принимаете мудрое решение. Если нужно выбирать из двух вариантов, вы выбираете наиболее подходящий вам, наиболее правильный. Правильно расставляете приоритеты, что важно, что второстепенно для вас. То есть для вас эта двойка, здесь она показывает по большому счету вашу возможность как-то подстраиваться очень умело под те события, которые здесь происходят. Здесь может быть и какая-то ситуация будет связана с огненным знаком. То есть лев, овен или стрелец, потому что все-таки огненная стихия у вас выпала. Но, думаю, для вас достаточно активное начало недели. Дальше идет девятка кубков. Роскошь, такое благополучие, ощущение именно достатка, еще и с королевой кубков. Вы действительно можете здесь либо получать какие-то дополнительные средства, какие-то деньги, и это будет для вас ощущением, опять-таки, достатка, такого успеха в работе, возможно, какой-то выплаты хорошей, которую вы получаете, либо вы себя здесь чем-то можете побаловать. Соответственно, поэтому здесь такая карта. Можете здесь даже куда-то ходить на праздники, на какие-то мероприятия, где-то, куда вас приглашают. И да, по королеве дисков здесь можете и тратить деньги, соответственно, на эти мероприятия, да, королева дисков. Но в целом, если даже говорить про работу, то работа здесь приносит удовлетворение не только материальное, но еще и моральное. То есть вам нравится делать то, что вы делаете, вам нравится выполнять эту работу. Соответственно, ну и плюс она приносит вам доход, поэтому карты на самом деле хорошие. Карта земного знака, правда, может быть, здесь общение с земным знаком будет для вас. То есть девы, тельцы или козероги. А дальше карта идет повешенный, карта переосмысления ситуации. Возможно, ощущение, что вы, знаете, как будто чувствуете себя немножечко жертвой в этот день. Может быть, вы здесь будете находиться в каком-то состоянии тупика или паузы в какой-то момент. Но потом карта Солнца выпадает. То есть она показывает, что вы сможете
прояснить что-то, увидеть что-то под другим углом, в другом ракурсе, совсем в другом свете, что-то станет ясным и понятным для вас в этот день, что-то, чего вы ранее не замечали, а именно в таком перевернутом положении, как будто бы смогли увидеть. Или какая-то ситуация, которая вот вдруг застопорилась, она происходит так не просто так, да, а потому что так должно было произойти, чтобы вы что-то увидели или поняли здесь, исходя из событий, которые в этот день происходят. Карта Солнца, да, карта Льва, может быть, со Львом что-то связанное. Дальше карта Пажа Пентаклей, карта земной стихии. Опять-таки может говорить про земного знака. Это Девы, Тельцы или Козероги. А здесь еще и карта Отшельника тоже у вас выпадает. И в целом здесь может быть какой-то шанс или возможность, но по отшельнику вы можете почему-то от этой возможности отказаться. Да, вы можете здесь заниматься усердно изучением там чего-то для вас, какой-то информации, там ходить на какие-то курсы, полностью углубляться в какие-то знания, изучение чего-то. Если вы студент, так вполне вы можете здесь отказаться там от каких-то прогулок с друзьями, от каких-то таких вот вещей для того, чтобы погрузиться в изучение какой-то информации для вас ценной, чтобы что-то вот для себя такое здесь, да, ну вот как будто важное заполучить в этот день по Пажу Пентаклей. Но в целом здесь также, может быть, если про работу говорить, да, что вы углубляетесь в работу, углубляетесь в дела, чтобы вас никто не отвлекал, соответственно, здесь усердно занимаетесь каким-то делом. Поэтому карта такая. Кстати, может говорить еще и про доброту, но доброту через мудрость, через умение, может быть, по-другому смотреть на вещи, потому что отшельник, он человек, который прошел путь сознания, который стал мудрее, который имеет много знаний, который духовно вырос. И здесь по Пажу Пентаклей, да, возможно, вы здесь будете добры к кому-то, потому что у вас для этого открыто сердце, да, открыта душа, вы умеете так чувствовать, вы так понимаете уже ситуацию. Дальше идет карта Семерка жезлов, карта преодоления каких-то препятствий, каких-то сложностей. Может быть, по принцессе дисков. Здесь опять-таки у вас земной знак выпадает, может быть, Девы, Тельцы или Козероги. Но вот в целом принцесса дисков здесь также еще и о том, что вы можете здесь пытаться справиться с какими-то сложностями, которые у вас возникают в том, что вы там изучаете или что вы делаете по принцессе дисков. То есть какая-то ваша работа, которая требует усердия, может быть, усидчивости, может быть, каких-то решительных действий здесь также по принцессе дисков. И вы здесь стараетесь, соответственно, приложить все усилия, чтобы все шансы использовать, чтобы все возможности использовать по полной, чтобы максимальный результат, соответственно, получить из этого. Дальше идет карта Пятерка мечей. Здесь много есть переживаний, разочарований, еще и карта Башня. Действительно, в субботу может что-то пойти не так. Вы можете быть расстроены тем, что в чем-то потерпели крах, неудачу, что-то не получилось или сломалось, или, не дай бог, что-то еще вот такое вот конфликтное произошло у вас там в общении с окружающими. Поэтому нужно быть здесь вот осторожнее. Но опять-таки не накручиваем себя, потому что расклад общий. Возможно, у кого-то этот день как-то вообще на минимальных негативных каких-то вещах пройдет, и вы даже не почувствуете, да, в такой степени значимо его. Тем более, что основная все-таки выпала Пятерка мечей, а Башня выпала в тень, в дополнение. То есть что-то разрушиться может, что-то уйти, что-то ненужное, что-то, что требует разрушения. Может быть, чтобы вы очистили душу, может быть, вам нужно кому-то что-то будет высказать, и вам станет легче. Может быть, так даже лучше будет. Поэтому рассматриваем это все-таки как бы с позитивной стороны, стараемся думать больше о хорошем. Дальше карта Пажа жезлов, карта огненной стихии. Здесь огненный знак, может быть, общение с огненным знаком по Пажу жезлов. Но также Паж жезлов — это такой человек, который смелый, высказывает то, что думает. И тут же еще и Пятерка кубков. То есть могут возникать разногласия, конфликты, какие-то споры с окружающими. Это может вас печалить, может расстраивать. Может быть, это связано с огненным знаком зодиака. То есть опять-таки Львы, Овны или Стрельцы. Просто обратите на это внимание по Пажу жезлов. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.